Еще вчера корабль казался какой-то недоступной мечтой, но уже через 10 минут мы отходим от берега. Стоит только кораблю выйти из марины, как в лицо ударяет свежий ветер, и штандарт начинает дышать. А ты стоишь у него на груди, и каждой своей клеткой чувствуешь, как деревянное его тело вздымается и опускается на волнах. Это как кататься на ките. Признаться, я просто с ужасом ждала момента постановки парусов. Ведь это просто миллионы веревок, канатов, блоков. Ставим фок, травим Горденя Гитову, Шкота Галсы выбираем. Пока все это сплошная каша и понятие не приходит, что это такое. Если запутаешься в снастях, ругать тебя никто не будет. Тебе просто скажут: лезь наверх и исправляй. А приятного здесь, поверьте, очень мало. Поэтому чувствуешь на себе груз ответственности за каждую веревку, которую ты тянешь. Несмотря на проведенный инструктаж, мозг отказывался усваивать весь объем информации. Вымбовка, Шкаторина, Бизань, Горденя, Аверштаг, Нералы – это как выучить китайский за 2 часа. Но если разобраться, то все не так уж сложно. На штандарте есть 3 мачты. На самом носу находится фок, посередине корабля грот и на корме расположена Бизань. Нижний ряд парусов носит название мачты. Второй ряд назван марселями, а верхние паруса – это брамселя. Поэтому на второй день при команде «Ставим фор-марсель» мы хотя бы знали, куда бежать. С веревками дело обстояло хуже. К счастью, рядом с нами всегда были знающие офицеры, которые говорили, что тянуть, а что травить. В моей жизни есть всего несколько вещей, которых я по-настоящему боюсь. Одна из них – это страх высоты. Постановка парусов обязательна для всех на штандарте. Это является лучшим лекарством от боязни высоты. Помните кадры с «Титаника», когда они стояли на носу корабля и смотрели навстречу ветру? Здесь круче, потому что я стою на краю реи, еще меня вот так вот влево-вправо вместе со всем кораблем колбасит. Так как корабль постоянно движется в море, мы не можем поставить процесс на паузу. Делим команду на 3 группы, стоим вахты по 4 часа, во время которых контролируем все, что происходит на корабле.
Экипажу доброго канарского утра. Флаг поднять. Штандарт не для слабаков. Это не какая-то там плавучая гостиница, а настоящий военный корабль, на котором должны быть порядок и дисциплина. Но по-другому просто никак. Говорят, что в жизни нужно попробовать все. Вот и вахта предусматривает, что ты не пропустишь ни одной работы на корабле. Сегодня, например, мы убираем палубу. Мытье палубы, кроме чисто гигиенического значения, имеет еще и практическое. Дело в том, что без влаги доски рассыхаются и палуба начинает течь. А когда ночью ты неожиданно просыпаешься в мокром гамаке, ну это вообще никак не приятно. Кстати, о гамаках. Как, по-вашему, спали матросы корабля в XVIII веке? Уснуть хочется. Кто-то храпит. Я чувствую себя самым уморительным моряком на свете. Посмотрите, что я сделала с нашей командой. Морской болезни подвержены все, независимо от пола, возраста и социального статуса. В первый день зеленые человечки, понимающе смотрят друг на друга грустными глазами, а на обед ходят только капитан и офицеры. Но уже через пару дней ты прикачиваешься и вовсю наслаждаешься плаванием на корабле. Жизнь течет своим чередом, и каждый занят своим делом. Кто-то чистит картошку, кто-то спит в гамаке, а кто-то стоит за штурвалом. Но океан непредсказуем. И каждому из матросов знакома серия тревожных сигналов, означающих парусный аврал. За считанные секунды весь экипаж оказывается на палубе, а бороться со штормовым ветром – то еще удовольствие. Борьба с ветром прилично выматывает. Чертовски хочется подкрепиться. А тут еще запах из камбуза. Вы только посмотрите на уставшие глаза этих матросов. Они качались на волнах, а теперь следят за каждым моим движением голодными глазами. Как там говорится? Война войной, а обед по расписанию. В кают-компании, где все матросы собираются за столом, есть два колокола или корабельные рынды. Одна из них оповещает, что ужин готов. Вкуснотища. Другая же особенная. Это питейная рында. Звонить в нее может только капитан. И это сигнал к началу праздника. В кафе на Невском ждут лихие друзья. Вермут в стакане, а в заднем кармане на черный день только 3 рубля. На корабле просто потрясающая атмосфера дружбы и единства. Здесь каждый открывается как-то по-новому, даже для себя. И попав однажды на штандарт, ты всегда будешь вспоминать эти мгновения с теплом и любовью.
Для меня штандарт – это ребенок, которого надо научить ходить. В корабле на самом деле столько человеческой энергии позитивной и любви вложено. Вот мы уже 15 лет в море, и он продолжает эту энергию отдавать людям. И плавание на штандарте – это, конечно, не отдых, это работа, но это огромное удовольствие от осознания того, что вокруг тебя единомышленники, люди, которые любят яркую, насыщенную жизнь. Вымбовка – это палка, с помощью которой мы опускаем якорь. Или поднимаем. Или опускаем, или поднимаем. Одно из двух. Якорь пахнет копченым сыром. Я ни разу не видела такого аппетитного якоря. Когда штандарт приходит в порт, для людей на берегу это грандиозное событие. Восхищенные толпы гостей заходят на борт. А некоторые даже дарят подарки. А у команды штандарта есть заслуженное увольнительное для новых впечатлений. Экипажу остров на разграбление. Вообще, мне казалось невозможным попасть на корабль. Он выглядел неприступной мечтой. И нужно быть как минимум министром транспорта или кронпринцем датским, чтобы провести хотя бы 5 минут на палубе. Все оказалось гораздо проще, ведь любой человек может стать частью команды. На сайте штандарта всегда есть информация, где корабль находится сейчас и где он будет через месяц. Так что запланировать, когда ты хочешь стать матросом, можно всегда. Ё-моё, это подожди, это же отрицательный угол. Да. А дальше как? Мамонька! Мытье палубы, кроме вот чисто гигиенического значения, еще имеет значение... Еще раз. Аккуратно, у нас камеры. Дим. Все оказалось гораздо проще. Ведь любой человек при желании может стать членом команды. Или мозгом. Или мозгом. Членом.